Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Это у меня зеленый улей, который на прошлом видео я показывал, попал под воровство. Так вот, сегодня я вам покажу, как я решаю эти вопросы с воровством. Довольно нестандартным методом. И многие, думаю, со мной не согласятся, но я вот так делаю. И в принципе нормально все проходит. Улей зеленый, его бомбят. Видно, что пчелки хотят зайти явно не через дверь. Началось воровство. В первый день, когда пчелы облетываются, они ласковые, слабенькие, им не до воровства. В этот день они не кусаются, день большого перемирия, и не воруют. А вот прошло уже 2 дня, началось тотальное воровство. Вот он, мой зеленый улей. Я им поменял на литок задвижку, поставил кругленькую, потому что была деревянная, она постоянно отходила. Так, ну и как я решал проблемы с воровством. В прошлом видео показывал, этот улей после облета очень сильно торбили, то есть попал он под воровство. Как я это решил? Вот у меня улей. Идем от улья буквально 2 метра. Еще один улей, еще один улей. И вот стоит корыто с медом. Это мое корыце с прошлогодним медом. А сейчас покажу, сколько это по дистанции от улья. Вот корыце. А вон у меня стоят улья. Ну, то есть от ближайшего улья это буквально там 2 метра оно стоит. И вот все воровки бросили торбить вот тот улей. И на следующий день сидели все в этом корыте. Это корыто было полное меду. Ну, они, конечно, забрали его. Но в чем смысл? Дело в том, что когда начинают бить вашу пасеку, то есть пасека попадает под воровство, а иногда это бьют ваши же пчелы, ваших же пчел в пределах одной пасеки, то я вот делаю им общественную столовую. Притом я, бывает, это делаю в 2 вариантах. Корыце ставлю вот так, но это редко. Буквально на 1-2 дня я его ставлю. А в основном-то я беру пустой улей, ставлю туда малометки и отношу этот улей метров за 30 от основных ульев. Где-то ставлю под забором, и тогда там получается общественная столовая. Туда слетаются все воровки и грабят там. Почему они все слетаются? Потому что тут их никто не бьет. Потому что залезть в чужой улей, там охрана, можно получить по морде. А тут бери безнаказанно, никто тебя не трогает. Поэтому пчелки предпочитают воровать безнаказанно, как и любой другой нормальный человек. Потому что пчелы очень похожи по своим повадкам на людей. Кто хочет понять людей, надо стать пчеловодом. И так как пчелы тут безнаказанно в корыце берут мед, то, соответственно, они бросили торбить улей и прилетели сюда вот на корыце. И сейчас на пасеке воровства нету от слова совсем. В комментариях под тем видео, я показывал, как бьют этот улей, мне написали, что надо замазать переднюю стенку улья керосином или соляркой. Так вот, насчет керосина я, конечно, согласен, потому что запах резкий, отбивает воровок, отпугивает. Но надо мазать не только переднюю стенку возле литка, а и вот эти вот щели, которые под крышкой. В общем, все щели надо обмазать керосином, и тогда запах отпугивает пчел, и они отстают от улья. Но это если сильный напад идет. А вот насчет солярки, так я не совсем согласен. Я когда-то пробовал, намазал улей соляркой, а она жирная и так впиталась в доски, что этот улей вонял еще целый месяц той соляркой. Так что солярка не очень на это дело годится, вследствие того, что сильно впитывается в дерево. А вот керосин, он быстренько испаряется, и запах быстро пропадает. А вам, собственно говоря, запах надо отбить буквально там на часа 2-3 ближайших. А часа через 2 от вас пчелы отстанут, и тогда уже керосин не надо. И еще вот на одну особенность обращу ваше внимание. Вот смотрите вы на этих пчелах, которые берут мед в корыте, что вы о них можете сказать? А я о них могу сказать то, что здесь ни одной пчелы нету молодой. Здесь вся пчела старая, лысенькая, черная, потому что на воровство идет только старая пчела, а вся молодая пчела сейчас занимается выращиванием расплода и сидит в улье. Так вот, в своих видео я всегда рассказываю, что весной пчелиная семья может иметь и 10 рамок пчел, и 12 рамок пчел, но матка может отложить только там 4-5 рамочек расплода. А все потому, что у нее нету не просто пчелы, у нее нету молодой пчелы, потому что пчелы 10-12 рамок хватит для того, чтобы матка засеяла и 8 рамок расплода. Они-то этот расплод смогут обогреть, их же много, но дело в том, что этот расплод некому кормить, потому что молодой пчелы мало. А молодой пчелы хватает только для того, чтобы выкормить 4-5 рамок расплода, а вся остальная пчела старая, балласт, она может расплод греть, может летать за водой, за медом, за пыльцой, но дело в том, что расплод она выращивать не способна. И вот вам наглядный пример. Типичное воровство, и на этом воровстве в корыце ни одной молоденькой пчелки. Семья молоденьких пчелок на воровство не отпускает. Вся пчела старая и лысая.
Вот вам и такой нюанс в пчеловодстве. Так что если хотите, чтобы семья весной хорошо стартанула, то вам надо не просто сильная семья на 10-12 рамок, а семья, которая имеет как можно больше молодой пчелы. А для этого надо ее нарастить после медосбора, после главного взятка. То есть в августе, в сентябре надо молоденьких пчел наращивать как можно больше, чтобы весной получить как можно больше рамок расплода. Ну и еще есть у меня дежурный пластилин, которым я замазываю щели в ульях, если вдруг они образовались и туда лезут воровки. Можно применять любую замазку, но у меня пластилин детский под рукой. Дети выросли, а пластилина осталось много. Так я применяю его. Хотя он не очень хорошо применяется, потому что на морозе дубеет и отпадает. Вот такой вот у меня метод борьбы с воровством. Если оно уже началось повально, видите, что остановить сложно. Корыто им перед ульями, и они все переключаются на корыто. Хотя, конечно, многие со мной не согласятся, скажут, что так делать нельзя, потому что можно наплодить еще больше воровства. Но, честно говоря, я вот так делаю. Если бы у меня такой фокус не проходил, то я бы не сказал, что он проходил. Но буквально проходит каждый год по надобности. Не могу сказать, что его применяю прям там каждый год, потому что не каждый год есть повальное воровство. Но вот в этом году прозевал я с первым облетом. Не явился на пасеку по причине военных действий, так что пропустил этот момент, допустил воровство. Поэтому в этот год корыто перед ульем, и никакого воровства больше на пасеке нет. А корыто то пусть доедают, флаг им в руки. Приятного аппетита. Но сегодня было вот такое вот видео. Ставим лайк, кому понравилось, потому что я очень жаден до лайков. И передаем привет моим мохнатеньким труженицам, моим пчелкам.